Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку очень шоколадный, необыкновенно вкусный, влажный бисквит на горячем шоколаде. Бисквит всегда получается ручным миксером с очень красивой, тонко-пористой текстурой. Бисквит получается мега ароматный для всех любителей шоколадных десертов. Итак, здесь у меня 180 грамм муки, 40 грамм какао-порошка, какао-порошок не алкализованный, 8 грамм разрыхлителя. Все перемешиваю, сухую смесь пока что отставлю в сторону. Мешать это нужно обязательно, чтобы потом не было белых вкраплений в тесте. 180 миллилитров молока и 50 грамм сливочного масла я довожу сейчас до кипения. 4 яйца среднего размера, щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара я взбиваю до получения вот такой пены. Добавляю туда сейчас порциями 150 грамм сахара. Сахар вводим постепенно и взбиваем сейчас яичную смесь примерно 3-4 минуты. Яйца здесь комнатной температуры, весом примерно по 50 грамм без скорлупы. Итак, вот такая пышная масса в итоге получилась. Закипело у меня молоко с маслом. Я сейчас отправляю туда 50 грамм темного шоколада. В данном случае у меня 56% какао. Можете 50% какао брать, максимум 60%. Все это перемешала и ввожу тонкой струйкой сейчас в яичную смесь. Масса еще горячая, но не кипящая такая, то есть горячая достаточно масса, это нормально. Для яиц это уже здесь не опасно. Сейчас просеиваю туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Сейчас все это просто перемешиваю, прорабатываю миксером. Ничего здесь уже долго не взбиваем. Бисквит готовится очень просто и очень быстро. Вот такое красивое тесто в итоге получается. Форма здесь у меня 20 сантиметров в диаметре. Бока формы я застелила тефлоновым ковриком. Вы же можете застилать также пергаментной обычной пекарской бумагой. Выпекать буду на среднем уровне, режим верх-низ без конвекции, на 170 градусах Цельсия примерно 45 минут. Зависеть будет все от вашей духовки. Убираю сейчас выпекаться. Итак, у меня прошло примерно 45 минут, бисквит испекся. У него получаются вот такие вот трещинки сверху. Для него это нормально, для этого бисквита, но текстура внутри идеальная. Палочка выходит сухая и чистая. Сейчас оставляю его на решетке остыть до комнатной температуры. Бисквит у меня остыл. Теперь я его могу уже сразу нарезать. Если вы будете выпекать на 150 градусах Цельсия этот бисквит, он будет, конечно же, более ровным, но это очень долго ждать, и лучше тогда выпекать в двух отдельных формах. Видите, какой влажный бисквит внутри. Он по вкусу чем-то напоминает брауни. Очень шоколадный, тонко-пористая структура у бисквита. Бисквит просто находка для таких насыщенных мега-шоколадных тортов с шоколадными кремами, с карамельной начинкой, с ореховой начинкой. Смотрите, какая текстура у бисквита. Идеальный, тонко-пористый, несмотря на то, что взбивали обычным маломощным ручным миксером. Этот бисквит настолько вкусный, его можно подавать как самостоятельный десерт, можно полить его шоколадом, карамелью. Такой бисквит также подойдет идеально для приготовления кейк-попсов. Нарезаю по обыкновению кондитерской струной на такие 4 ровные коржа. Бисквит сейчас у меня по сути не до конца даже остыл. Бисквит очень влажный. Я не пропитываю такой бисквит, если я со сливочными кремами шоколадными его собираю. Если же вы любите очень-очень влажный бисквит, вы можете по желанию его пропитать. Очень насыщенный, мега шоколадный вкус. У него очень богатый. Я бы сказала, что на вкус даже как бы кремовое что-то, когда его раскусываешь, этот бисквит. Шапочка здесь останется небольшая, с ней можно просто чай попить или на кейк-попсы ее использовать.
И вот такие 4 коржа в итоге у меня получились. Этот бисквит хранится пару дней в пищевой пленке в холодильнике. Также его можно, конечно же, заморозить до 2 недель. Можно в морозилке тоже в пищевой пленке хранить. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.